Куда в первую очередь стремятся туристы, приехавшие в Рим? Конечно же, к фонтану Треви, Колизей и Ватикан. Но мой совет – по пути к самым популярным достопримечательностям Рима не проходите мимо церквей. Они великолепны, и вход в них совершенно бесплатный. И в этом видео я хочу показать вам, что можно посмотреть в Риме за один день и поделиться кое-какими лайфхаками. Истинной жемчужиной среди сотен фонтанов в Риме является фонтан Треви. И туда мы сначала и направимся. Как вы догадались по гулу воды и людей, это он. Он был построен в XVIII веке, и разработкой эскиза фонтана занимался архитектор Бернини. А далее уже в 1700 году над эскизами трудился ученик Бернини Карло Фонтана, и в середине фонтана по замыслу должен был находиться Нептун и его слуги. В 1714 году Фонтана умирает, и проект опять останавливают. Папой Климентом XII был объявлен конкурс на место главного архитектора, и в ходе горячей борьбы побеждает Никколо Сальви. Перед победителем была поставлена двойная задача. С одной стороны, создать нечто грандиозное и впечатляющее, а с другой – органично вписать свой проект в архитектурный облик площади Треви. Строительство фонтана заняло 30 лет. С 1732 по 1762 год, его ширина 20 метров, а высота 26. И ежегодно фонтан привлекает миллионы туристов. Есть здесь свой и обязательный ритуал. Надо повернуться к фонтану спиной и бросить монетку из-за плеча, загадав желание. Доход от выловленных монеток более 1 миллиона евро в год. Из смешных и интересных фактов. Допустим, на парапете слева от фонтана установлена большая ваза, которая называется туз кубков, из-за формы, напоминающей символ игральных карт. И слухи того времени сообщают, что архитектор Сальви поместил этот неожиданный предмет, чтобы закрыть фонтан от взгляда парикмахера, который имел магазин по соседству и продолжал критиковать работу архитектора. В правой части фонтана расположены так называемые трубочки влюбленных. По поверью, молодые пары, выпившие из них воды, будут любить друг друга и жить в согласии до самой старости. Венчает фасад папский герб Климента XII, при котором идея создания фонтана благополучно возродилась. А под гербом размещена плита с памятной надписью в честь открытия в 1762 году. Ну и, конечно, как вы видите, здесь всегда много народу, и даже чтобы совершить свой ритуал бросания монетки, вам нужно отстоять очередь. А мы пойдем дальше гулять по улицам, попутно заглядывая и рассматривая достопримечательности. Как я уже анонсировала, по пути к самым популярным достопримечательностям Рима не проходите мимо церквей. Они великолепны, и вход в них совершенно бесплатный. И следующее, что я рекомендую посетить, это церковь святого Игнатия Лойолы. Она находится недалеко от Пантеона, никуда ехать не потребуется, можно дойти пешком. Да и в отличие от Пантеона, в очереди в нее стоять не придется. Тоже интересно. Эта невероятная церковь 17 века в стиле барокко имеет высокий фасад, который возвышается над площадью, и очень богатый оформленный интерьер, который считается одним из лучших в Риме. Но самое главное кроется под куполом этого уникального средневекового сооружения. Церковь была построена в честь основателя ордена иезуитов, и первое, что делают большинство посетителей, только войдя, это поднимают голову вверх. Взору предстают роскошные фрески, которые украшают огромный куполообразный потолок. Потолок кажется высоким, сводчатым, он украшен статуями и изображениями херувимов. Но самое интересное, что эта объемная крыша на самом деле плоская. И гениальный живописец Потца с помощью приемов придал потолку иллюзию высоты. В центре зала установлено зеркало, в котором можно рассмотреть всю эту красоту, не задирая голову, и сделать селфи. Ну и как вы понимаете, конечно же, сюда стоит очередь за фотоснимками. Глядя на потолок, невозможно поверить, что здесь только арки и плоский потолок, а рисунок создает иллюзию 3D объема. Впрочем, такой прием 3D-росписи, возможно, был вызван не только стремлением к оригинальности, но и более приземленными причинами.
То есть такая обманка экономила строителям приличную сумму. Кардинал и последующие, скажем так, спонсоры без того изрядно потратились на роскошное убранство базилики, а сооружение купола обошлось бы в копеечку. Так что перед нами редкий случай, когда экономия пошла на пользу искусству. И вот этот черный, кажется, объемный купол тоже нарисован на плоском потолке. Церковь имеет форму латинского креста с различными многочисленными боковыми часовнями. В здании хранятся тела различных святых из общества Иисуса: Луиджи Гонзага, Роберто Беллармино, Джованни Бархманс, и есть еще одно тело, которое хранится в Святом Игнатии, это тело отца Феличи Марии Капелло, прозванного исповедником Рима. И вот здесь хорошо можно увидеть, что купол нарисован, потому что где бы вы ни стояли, как бы высшая точка, она остается сбоку. В правом нефе церкви Святого Игнатия стоит деревянный макет весьма необычного собора. Большой купол по кругу опоясывают миниатюрные храмы и церкви со всех концов света. Это утопический проект храма, который сделал мастер Винченцо Пандольфи и преподнес макет в дар папе в 1992 году. Он полностью деревянный, более чем из 200 пород дерева. Это ювелирная изящная работа, и можно ходить вокруг и рассматривать, и даже найти собор Василия Блаженного, и Нотр-Дам-де-Пари, и Лондонский собор, и известные церкви в Шанхае, в Китае, по разным частям света. То есть можно обходить вокруг и находить. Там все подписано, какой город: Германия, Франция, Россия, Китай, ну и различные. Очень интересно. Un cuadrado donde el zócalo. А мы выходим из церкви, и, как видите, очередь сфотографироваться, сделать селфи не уменьшается. А мы идем дальше, и следующая достопримечательность, которую мы посетим, это Колизей. Очень жаль, что не удалось зарегистрироваться на сайте, не было свободных мест. Свободные места были в доступе только через 2 недели. Поэтому, конечно, попасть туда очень сложно, нужно предварительное бронирование и приходить вовремя именно к бронированию, когда вы заказали по времени, потому что перед нами подошли 2 девушки, которые, к сожалению, опоздали на 15 минут, и их не пустили. Конечно, было обидно, потому что, представьте, люди бронировали за несколько месяцев, за пару месяцев билеты, и вот, в общем-то, пролетели. Ну, а я расскажу немножко об этом удивительном сооружении. Когда подходишь ближе и смотришь на Колизей, просто перехватывает дух. Он огромный, его размеры не могут не поражать. Он был возведен неподалеку от Золотого дворца Нерона, вместо озера, в котором некогда плавали лебеди. После огромного пожара в Риме, в центре, император Нерон изъял эти земли у горожан и построил себе там Золотой дворец вместе с озером. Но в 68 году нашей эры он был свергнут и оставил после себя вот такое архитектурное излишество. И идея построить колоссальное строение, как Колизей, возникла у императора Веспасиана. Было потрачено несколько лет на то, чтобы привести в имперских землях порядок и наполнить казну, опустошенную сумасбродным Нероном. И так как эти земли были изъяты у горожан, решили создать что-то такое, чтобы было для всех. Ну, чем, конечно, снискал такую популярность у римлян.
И амфитеатр был возведен в восточной части Римского форума к 80 году нашей эры. К этому моменту император Веспасиан умер и передал бразды правления своему сыну Титу. Тит не только достроил Колизей в Риме, но и отметил окончание строительства пышной церемонии и светил его родовым именем – амфитеатр Флавиев. И пышные церемонии длились 100 дней. Это был настоящий храм смерти, и в день его открытия на арене погибло более 2000 гладиаторов и около 5000 животных. А по самым скромным подсчетам за всю историю более полумиллиона человек и не менее 1 миллиона животных. На строительство Колизея ушло 9 лет и задействовано было более 100 тысяч рабов, которых специально привезли в Рим из Иудеи. В Колизее одновременно могли находиться более 50 тысяч зрителей, и при постройке изначально было 3 этажа. Высота стен около 50 метров, а длина арены 86. Что интересно, было предусмотрено на 80 входов-выходов, и заполнить Колизей зрителями могли за 15 минут, а покинуть за 5. И в основу этого решения взято и в наши дни при строительстве спортивных арен. Самый нижний зрительный ряд предназначался для императора и членов его семьи, а далее по восходящей уже для зрителей попроще. Кроме гладиаторских боев и травли животных, здесь происходили также морские сражения. С помощью специальной системы арена заполнялась водой, и почти на протяжении 400 лет Колизей являлся для римлян и гостей города развлечением. Вот такие кровавые развлечения были в то время. И так продолжалось до 405 года, пока тогдашний император Ганурий не велел запретить гладиаторские бои, как не соответствующие христианскому учению. А травли зверей же запрет не коснулся и длился еще около 100 лет. Рядом расположена триумфальная арка Константина, построенная в Риме в 315 году и посвященная победе Константина в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Является позднейшей из сохранившихся римских триумфальных арок. Развал Римской империи и многочисленные набеги варваров постепенно привели Колизей к разрушению, которое усугубило мощнейшее землетрясение в середине XIV века. Особенно сильно от этого пострадала южная стена Колизея, и после этого отсюда стали брать камни для строительства других построек в Риме. И разрушили его не только простые жители, но и священники. Так папа Павел II, кардинал Риарио и другие брали отсюда камни для постройки своих дворцов. И лишь в середине XVIII века это чудо древнего мира получило шанс на возрождение. Папа Бенедикт XIV в память о замученных на арее христианах решил установить на арене огромный крест. И уже через столетия крест и алтари были удалены, и начались реставрационные работы, которые периодически продолжаются до сих пор, как это можно увидеть. И у итальянцев есть такая поговорка, что пока стоит Колизей, будет стоять и Рим. Конечно, очень жаль, что не удалось попасть внутрь, и если бы у меня получилось, то, скорее всего, это была бы отдельная передача, отдельное видео, посвященное именно Колизею, потому что там, конечно, есть что показать, но как есть, так есть. Поэтому я включила Колизей просто в цикл передач о том, что посмотреть в Риме. Само сооружение, конечно, очень величественное, и чувствуется вот это вот дух там, какая-то особая атмосфера. Погулять, посмотреть на все эти стены, конечно, очень интересно. Ну и, как всегда, если вам понравилась эта экскурсия, пишите комментарии. Может быть, вы были, может быть, какие-то факты вам запомнились, что-то я не упомянула, а вы знаете что-то более интересное. Расскажите всем. Ставьте лайк этому видео, это будет ваше маленькое спасибо мне. Ну, а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.